Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам предложить мастер-класс по вязанию вот такого очень утонченного, элегантного джемпера с французским таким шиком от французского бренда Le Redoute. Смотрите, вяжется несложно. Кокетка у нас будет. Это прямо с сайта этого. Я вам сейчас пролистаю эту модель. Ее можно вот так носить, как сейчас это делается, под брюки, под юбку. Ее можно, вот увеличенный вариант у нас идет. Такой классический крой. Небольшой фонарик, видите, вот здесь есть, небольшой, но это опять-таки по желанию, можно просто классику. Довольно не грубый, элегантный такой вариант идет. Спиночка у нас, как видите, идет лицевая гладь. Конечно, это машинное вязание, но узор мы сегодня повторяем. И если есть желание, кому нравится такая модель, вот она у нас расправлена в видео, брендовая. Кокетку предлагаю сделать, чтобы вот так не мучиться вот с этим вот клином, да. Я предлагаю просто прямой сделать. Просто по прямой связать вот эти вот красивые, какие здесь идут, такие дырочки у нас идет. Я тоже это все в образце показываю, как это сделать. Это обычно сеточка, связанная спицами. И дальше идет сам узор. Схему я составила. Очень красиво смотрится. Смотрите, вот так бренд этот смотрится. Это они вот так, видимо, отправляют. Мне очень нравится. Мне очень нравится этот вариант. Он еще в белом цвете представлен. Смотрите, 10 тысяч. 10,5 тысяч он стоит на сайте. В белом цвете он выглядит, сейчас я вам тоже покажу. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. И вы никогда его больше не потеряете. Слоновая кость называется. Вот таким образом. Здесь, кстати, очень видно укрупненный узор, да. Старалась я, девочки, повторить все это дело. То есть мы делаем, я буду составлять описание не так вот, как здесь клином, да, идет, а и вот здесь тоже у рукавчиков. Если у вас есть желание, конечно же, вы можете это все сделать, как здесь. Вот здесь очень хорошо заметно это клин. Я хочу по прямой продемонстрировать вам на уровне начала проймы, сделать эту кокетку, и у рукавчиков тоже на этой же ширине, где вот у нас окат будет начинаться, здесь тоже включить этот ажурный узор. А так везде лицевая гладь. Узор несложный, очень интересный. Мне нравится сам образ, сама идея, нравится ее воплощенный вариант, вот этот оригинал. Конечно, на спицах у нас будет более крупная вязка, здесь совсем прям тоненькая-тоненькая. Я подобрала очень красивую пряжу, это спинка, и вот так вот он опять-таки здесь выглядит. Вот, мои хорошие, если у вас есть желание, давайте остаемся с вами на канале и, в общем-то, будем с вами вязать образец, делать расчеты. У нас конкретный выбор пряжи, я всегда делаю конкретные расчеты к определенному виду пряжи. Спицы определенные подбираем. Смотрите, еще хотела вам сказать, в оригинале пуловер связан с кашемира с круглым вырезом из тонкого трикотажа. То есть здесь у нас кашемир. Это пряжа из кашемира. Я сегодня пряжу вам предлагаю шерсть с бамбуком, очень нежная, прекрасный такой она имеет, даже блеск небольшой. Такой вариант подбираю для деток. Пряжа такая для деток, вообще-то ее рекомендуют. Она очень мягкая. Ну, давайте сейчас про пряжу.
Девочки, я для вязания этого джемпера выбрала пряжу фирмы Alize Baby Wool. Это турецкая пряжа. Метраж у нее 50 грамм, 175 метров. У нее хороший состав. 40% шерсть. Очень мягкая, приятная шерсть. Специально для детского вязания. 40% акрил, 20% бамбук. Как видите, шикарный состав. Цвет у меня, к сожалению, у моточка потерялся. Этикеточка. Ну вот, поэтому цвет не скажу. Вот 52 это яркий, такой уже ярко-розовый. А такой побледнее розовый вот нет у меня, извините. Но это можно легко на любом сайте найти такой цвет подходящий розовый, да? Затем спицы всегда называем 3,5. И вот так у меня связаны два раппорта узора. Внизу здесь у меня идет сеточка, так же как у самого нашего оригинала. И вот так он выглядит у нас, наш узорчик. Так, давайте сейчас схемочку. Схемочку я рисовала сама, но она довольно понятная и несложная. Вяжется очень легко узор. Вот так выглядит у нас схема узора. 20 петель у нас ширина раппорта и 18 рядов высота. Здесь на схеме показаны наши лицевые ряды. Изнаночные ряды вяжем все петли изнаночные. И смотрите, здесь у нас условное обозначение. Вертикальная черточка – это лицевая петля. Кружочек – это накид. Треугольничек. Вот такой треугольничек равнобедренный – это 3 вместе одной лицевой петлей. Здесь можно вязать по-разному. Можно вязать с наклоном вправо, влево, как вам удобно. Можно с выделением центральной петли. Я вязала с выделением центральной петли. Мне кажется, это более красиво смотрится. Но не знаю. Тут на ваше желание. Вот такой вот треугольничек прямоугольный. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Больше других здесь нет обозначений. Я везде влево делала, мне так удобно, потому что я вяжу бабушкины петли. Теперь давайте посмотрим выкроечку. У нас есть выкроечка. Обычная выкройка. Я здесь не стала никакие размеры ставить. Обо всем этом более детально мы с вами поговорим после того, как свяжем образец. И я буду вам пояснение давать, откуда, сколько петель мы берем, какие размеры используем и так далее. И в нашем сегодняшнем описании будет участвовать будет участвовать у нас один размер. Вот я вам сейчас показываю. Так, вот так пусть будет. 46-50. Вот. И одно количество петель. Вот такой у нас универсальный получается описание. По-другому у меня не получилось, девочки, по нашей плотности и по расположению узора, чтобы все было красиво, гармонично. Только вот такой расклад получается на эти размеры. В принципе, свободный крой никто не отменял. На 44-й свободно можно, значит, для себя решить вопрос с набором петель. Для больших размеров, если вам понадобится там 54-й, 56-й, прибавляйте еще к моим объяснениям дополнительный раппорт из 20 петель, получается ваш размер. У меня здесь вот получилось 4 раппорта для кокетки и по 20 петель. Только так получилось. Все эти циферки мы с вами детально сегодня прорабатываем. После того, как свяжем образец, я это все вам показываю и рассказываю, откуда что взялось. Вот. Ну и, в общем, почитайте. Все это описание я выкладываю под видео. Будет под видео в текстовом варианте для вашего удобства. А сейчас давайте приступим к вязанию образца. Девочки, я нарисовала схему. У меня получается 20 петель раппорт и 18 рядов высоту. И смотрите, первые, значит, ряды я буду вязать вот такой сеточкой. Вот по такой маленькой схемочке
2 вместе лицевой, накид, 2 вместе лицевой, накид. То есть элементарная такая схемочка, а все четные ряды изнаночные мы провязываем изнаночными петельками. Вот. Поскольку я предлагаю вязание по прямой узора, да, то есть вот мы сейчас свяжем с вами 3 раппорта вот этой сеточкой. Я покажу, как это я делаю на спицах, кому интересно, кому сложно по схемам читать. А потом мы начнем вязать с вами узор раппорт. Для вязания образца надо набрать 42 петли. Я собираюсь связать 2 раппорта подряд по 20 петель, плюс 2 кромочные. Ну, хочется посмотреть, у меня все-таки идет тестирование узора, хочется посмотреть, что будет здесь вот как бы у нас между 2 раппортов, да, будет ли соответствовать узор. Итак, показываю вам сеточку, которую мы будем повторять, значит, 3 раза такой раппортик. Поскольку я вяжу бабушкины петельки, я буду делать 2 вместе лицевой, как мне удобно. Это не принципиально. То есть, если вы вяжете классические петли, лицевые, изнаночные, то вам удобнее за переднюю стенку. Я вяжу за заднюю, поэтому я вяжу 2 вместе лицевой за заднюю стенку, накид, да? 2 вместе лицевой. Неважно, в каком вы будете направлении делать 2 вместе лицевой. Влево, вправо. Это, ну, у модели конкретно, у них вправо. А у меня вот влево, потому что мне так удобнее. То есть раппорт узора состоит следующим образом. Значит, смотрите, 2 петли всего. 2 вместе лицевой, накид. 2 вместе лицевой, накид. И так до конца ряда. 2 вместе лицевой, накид. 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 Вяжем самостоятельно. И в конце ряда опять 2 вместе лицевой, накид, кромочную вяжем изнаночной. Так, с этим мы разобрались. Переворачиваем и четный ряд, как я вам сказала, который является у нас изнаночным, мы будем вязать все петли изнаночные, в том числе и накиды. Вяжем все петельки изнаночные. Так, теперь давайте начнем с вами вязать первый ряд узора. Я уже протестировала, скажем так, свой нарисованный узор, схемочку. И теперь буду вам уже смело говорить. Посмотрела, пошла на оригинал, очень похоже все. Давайте теперь с вами будем вязать, девочки, вместе этот раппорт. Я буду показывать, значит, в последнем ряду, или вот сейчас сделайте одну петлю для симметрии. То есть к нашим 42 петелькам надо добавить еще одну петлю, чтобы было 43 петли на спицах для узорчика. Так, и вяжем. Смотрите, первый раппорт у нас будет начинаться именно так, как я сейчас показываю. Никак по-другому нельзя делать. Вот, и все, которые друг за другом последующие идут, в центре, я их так называю, раппорты, они будут вязаться вот здесь 3 вместе лицевой, а по краям раппорты будут вязаться 2 вместе лицевой, 2 вместе лицевой, понимаете, мои хорошие? А все центральные раппорты будут располагаться с 3 вместе лицевой по центру, будет одна петля. Итак, вяжем первый ряд. Кромочную сняли. Сейчас вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево и 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Делаем накид, лицевая, накид и снова 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Связали. Раппорт узора связан. Сейчас мы вяжем второй раппорт. Начинаем вязать. И тут вот я вам уже говорила про то, что у нас будут 3 вместе одной лицевой вязаться в центральных раппортах. С выделением центральной петли мы меняем петельки местами. Видите, я перекрестила. Первая петля у меня за работой, вторая поверх нее накинулась. И все 3 вместе я провязала одной петлей, одной лицевой. Затем мы вяжем опять 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Связали. Делаем накид,
лицевая, накид и снова 8 лицевых. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. И на этом второй раппорт заканчивается. И для симметрии мы набирали с вами одну петлю, помните, да? Мы будем вязать сейчас 2 вместе одной лицевой с наклоном вправо. Кромочной вяжем изнаночной. Все. Это вот так вяжется. Так. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону и вяжем все изнаночные ряды изнаночными петлями, в том числе и накиды. Третий ряд у нас идет с вами. Снова начинается крайний раппорт, у нас начинается с 2 вместе лицевой с наклоном влево. Затем вяжем 7 лицевых. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Делаем накид, 3 лицевые. Раз, два, 3. Снова накид и 7 лицевых. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Связали с вами раппорт узора. У нас с вами начинается второй раппорт узора с 3 лицевых. 3 вместе одной лицевой мы вяжем с выделением центральной петли. Первую, вторую петельки я меняю местами. Вторая поверх первой накидывается и вяжем как 3 вместе одной лицевой. И далее опять повтор идет. 7 лицевых. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Делаем накид. 3 лицевые. Раз, два, 3. Накид. 7 лицевых. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Раппорт связан. И у нас с вами 2 вместе одной лицевой с наклоном вправо вяжутся для симметрии. Кромочная, изнаночная. И это вяжется только в крайнем ряду. В крайнем раппорте, то есть в крайнем раппорте. И здесь в крайнем раппорте в начале вяжутся 2 вместе. Все центральные раппорты, между ними по 3 изнаночные. Так, 4-й ряд вяжем все петли изнаночные. Итак, 5-й ряд у нас с вами вяжется следующим образом. Значит, первые 2 вместе лицевой у нас. Это вот в крайнем раппорте. Далее вяжем 6 лицевых. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Накид. Затем 5 лицевых. Раз, два, 3, 4, 5. Накид. Опять 6 лицевых. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Раппорт связан. Начинаем второй раппорт. Начинается он с 3 вместе одной лицевой. Меняем первые, вторые петельки местами. Вторая поверх первой накидывается. Все 3 вместе вяжутся одной лицевой. Затем вяжем 6 лицевых. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Накид. Опять 5 лицевых по центру. Раз, два, 3, 4, 5. Накид. И 6 лицевых. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Раппорт связали. Здесь у нас для симметрии 2 вместе лицевой вяжутся за раппортом с наклоном вправо и кромочная, изнаночная. 6-й ряд вяжем все петли изнаночные. 7-й ряд у нас с вами вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых. Раз, два, 3, 4, 5. Накид. Затем по центру 7 лицевых вяжем. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Накид. Снова 5 лицевых. Раз, два, 3, 4, 5. Раппорт связан. Второй раппорт вяжем. Начинается он с 3 вместе одной лицевой с выделением центральной петли. Опять 5 лицевых. Раз, два, 3, 4, 5. Накид. По центру 7 лицевых. Раз,
2, 3, 4, 5, 6, 7, накид. И опять 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Раппорт связан. И в последнем раппорте у нас 2 вместе лицевой с наклоном вправо вяжутся и кромочная изнаночная. 8 ряд вяжем все петли изнаночные. 9 ряд у нас. В 9 ряду вяжем, как всегда, начинаем 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. Делаем накид, 3 лицевые, 1, 2, 3. После этого делаем 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид и 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. Накид и еще 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. Раппорт связан. Второй раппорт начинается с 3 вместе 1 лицевой петлей с выделением центральной петли, связали. Затем опять повтор идет 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. Накид, 3 лицевые, 1, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. Накид и еще остались 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. Раппорт связан. За раппортом 2 вместе лицевой с наклоном вправо, кромочная изнаночная. Это вяжется только если у нас идет с вами крайний ряд, крайний раппорт. Все центральные раппорты вяжутся 3 вместе лицевой и далее. Теперь у нас следующий идет 10 ряд, все петли изнаночные. У нас с вами 11 ряд вяжем следующим образом. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3. Накид. Затем идут 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. Накид и 3 вместе 1 лицевой. Накид. Снова 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. Накид. И в раппорте осталось 3 лицевые. 1, 2, 3. Все, раппорт связан. Вяжем второй раппорт также, только он начинается 3 вместе 1 лицевой с выделением центральной петли. Затем вяжем опять 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Накид. 3 вместе 1 лицевой. Накид. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Накид. И осталось в раппорте 3 лицевые. 1, 2, 3. Раппорт связан. За раппортом 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Это для симметрии петли кромочные, изнаночные. В 12 ряду все петли изнаночные вяжем. 13 у нас с вами ряд. Вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево. Затем вяжем 2 лицевые. 1, 2. Делаем накид. Затем идут опять 2 лицевые. 1, 2. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид. 2 лицевые, накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Затем опять 2 лицевые, накид и 2 лицевые. Вот такой был самый сложный у нас 13 ряд. Ну ничего, мы справились, правильно? Второй раппорт также вяжем, только начинаем с 3 вместе 1 лицевой петлей с выделением центральной петли. И то же самое повторяем еще раз. 2 лицевые, накид. Опять 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид. Затем 2 лицевые, накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 лицевые, накид. И еще 2 лицевые. Раппорт второй связан.
За раппортом 2 лицевые с наклоном вправо остались и кромочная. Связали. 14 ряд вяжем все петли изнаночные. У нас с вами 15 ряд идет. Мы вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево. В первый так. И далее вяжется лицевая, накид, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. И далее опять 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Лицевая. Раппорт связан. Второй раппорт начинается 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Лицевая, накид. Опять 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. И 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид, лицевая. Второй раппорт связан. И для симметрии у нас идут 2 вместе лицевой с наклоном вправо, кромочная и изнаночная. 16 ряд у нас все петли вяжутся изнаночные. 17 ряд вяжем. Начинается он у нас снова 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид. Далее 7 лицевых вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид. 3 вместе 1 лицевой. Накид. Опять 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид. Раппорт связан. Второй раппорт начинаем. 3 вместе 1 лицевой. Затем идет накид. 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид. 3 вместе 1 лицевой. Накид. И опять 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид. Раппорт связан. И за раппортом для симметрии 2 вместе лицевой с наклоном вправо, кромочная, изнаночная. Остался в раппорте 18 ряд, в который вяжутся все петли изнаночные. Мы связали с вами полностью раппорт узора. Наша задача сейчас расправить наш образец, сделать влажную тепловую обработочку его. И затем мы будем с вами делать расчет плотности, чтобы затем сделать индивидуальные расчеты на нужные нам размеры. С помощью горячего пара, девочки, я вот таким образом обдаю наш образец. Он становится влажный, податливый. Тянем его очень сильно в разные стороны. Выпрямляем ему хорошенько. Обращаем внимание на бока изделия. Поскольку кромочные у нас тоже участвуют, их надо выпрямить. Будут участвовать в расчете все кромочные. Так, все выпрямили. Пусть сохнет наша красота. Девочки, образец высох. Давайте измерим его ширину. У меня получается 22,5 сантиметра. Ширина образца. У нас участвовал в узоре 43 петли. 43 делим на 22,5 сантиметра. Получается 1,9. Давайте запишем это число. Здесь. В 1 сантиметре 1,9 петель. Второй расчет, который мы делаем,
это будет у нас вертикальная плотность. Поскольку у нас неровный край, мы померяем и сделаем среднюю вычисление. Померяем следующим образом. Вот у меня 17 самая длинная часть и 14 самая короткая. 17 плюс 14 поделить на 2. Получается 15,5 сантиметров. У меня связано еще было 6 рядов вот такой вязки в виде сеточки, да, то есть я пишу 36 прибавить 6 рядов сеточкой, 2 раппорта по 18 рядов, это будет в сумме 42 ряда, и делим на 15,5 сантиметров. Вот такая плотность получилась, 2,7. И запишем, что в одном сантиметре 2,7 ряда. Довольно такой плотненький получается у нас узорчик, вяжется спицами 3,5. Так, а сейчас наша задача взять выкроечку и начать делать расчеты на разные размеры. Так, у нас с вами вот такая выкройка. Я ее взяла за основу, и в общем у нас получается такая картина, девочки. Значит, у нас получается, это будет универсальный размер, с 44 подойдет по 50. Именно так, 44 это будет свободный такой вариант, 44, 46, 48, 50 это идеальный вариант. То есть вот так у нас получается по расчетам. Сейчас я поясню, почему так. Смотрите, у нас получается, сразу исходим из того, что нам необходимо сделать кокетку после того, как мы с вами закроем петли проймы вот здесь. И здесь начинается красивая ажурная кокетка по переду. Вот, поэтому для того, чтобы ее сделать, эту кокетку, надо сократить по 10 петель справа и слева. Если у нас 54 сантиметра, ширина спинки и переда получилась, я умножила на 1,9, это плотность по горизонтали, 103 петли. Это идеально расклад. Если мы из 103 петель отнимаем по 10 петель проймы, то есть у нас 2 проймы по 20 петель, у нас остается 83 петли. То есть на кокетку, после того, как закроем по 10 петель с двух сторон у проймы, остается 83 петли. 83 петли, считаем устно. Раппорт у нас 20 петель, плюс 1 для симметрии, плюс 2 кромочные. То есть это будет у нас 4 раппорта. Вот так они располагаются. То есть представьте, что это вот у вас на спицах 83 петли. Располагаете их как первые кромочные, 4 раппорта подряд. Крайние раппорты мы сегодня с вами провязывали, как они вяжутся. 1 петля для симметрии добавляется слева. Вяжем, как мы сегодня с вами вязали крайние раппорты. 2 и 2 по центру идут раппорты. Не забудьте, что начальный раппорт у нас начинается с 2 лицевых вместе, заканчивается также 2 лицевыми слева, да, и все центральные раппорты идут 3 лицевые в центре. Не забудьте, пожалуйста, а то начинают потом задавать какие-то вот такие вот глупые вопросы. Так, и вот, значит, вышли мы с вами на 4 раппорта, да, и вяжем дальше высоту, сколько вам нужно. Все размеры, конечно, у нас будут индивидуальны. По поводу роста, рост у нас у всех разный, поэтому длина изделия тоже будет по желанию и по вашим размерам. Средняя длина изделия, я считаю, что достаточно где-то 58 сантиметров. Это при среднем росте 1,65 м. Вот, 58 сантиметров. И если исходить из этой мерки, то смотрите, что у нас получается. 8 сантиметров у нас идет резиночка планки 1 на 1. Затем мы переходим на узор. Вернее, потом мы переходим на лицевую гладь. Спинка у нас вообще полностью лицевой гладью вяжется. А здесь мы переходим на лицевую гладь, вяжем. Давайте посчитаем, сколько сантиметров. Итак, у нас с вами идет, значит, смотрите, 58 отнять 8
сантиметров планка, получается 50 сантиметров. Для нашего размера высота проймы 20 сантиметров достаточно. То есть 50 отнять 20, это будет 30 сантиметров. То есть вот здесь у нас, девочки, с вами 30 сантиметров. Вот. Я не буду учитывать вот это вот скос плеча. Я думаю, что это и так. Он и так там на 22 петлях очень маленький плечо, не широкое. То есть и вот исходя из этой мерки, смотрите, что делаем. 30 сантиметров до проймы, от планки до проймы, мы сразу переводим в ряды. 30 сантиметров переводим в ряды. Это значит у нас плотность по вертикали 2,7. То есть мы 30 умножим на 2,7. Получим ряды, это 82 ряда. Берется всегда четное число. Так, связали 82 ряда лицевой глади и стали закрывать петли проймы. Пройму закрываем в 3 этапа. Смотрите, первый этап у нас. Закрыли первые, один раз закрыли, значит, 3 петли. Не, давайте в 2 этапа. Во. Так, ладно, в 3 этапа. Первые закрыли 5 петель, затем в следующем лицевом ряду закрыли 3 петли и еще в следующем лицевом закрыли 2 петли. Итого 6 рядов у нас и закрыто 10 петель. Понятно, да? Последовательность закрытия. 6 рядов. То есть вот мы с вами связали 82 ряда лицевой гладью, закрыли еще также вяжем лицевой гладью, закрыли с вами еще вот эти петли, провязали еще высоту, то есть у нас получилось при закрытии это 6 рядов добавилось к 82 рядам, и на высоте 88 рядов, то есть вот здесь вот 88 рядов у нас, переходим с вами на ажурную вязку, распределяя петли вот таким образом, как я здесь нарисовала. Понятно, да? И вяжем высоту. Смотрите, здесь высота проймы 20 сантиметров. 20. Вот. Также мы должны с вами эти 20 сантиметров умножить на нашу плотность по вертикали. 20 на 2,7 это 54 ряда. То есть 20 сантиметров в переводе на ряды это 54 ряда. Из них 6 мы уже включили в лицевую гладь. Осталось на ажур, считаем, 54 отнять 6 лицевой, на ажур 48 рядов. То есть мы вяжем с вами 48 рядов ажурным узором по переду. Сейчас я на этом заостряю внимание. Очень легко это все перевести, девочки, в раппорты. У нас 18 рядов в раппорте, да? То есть мы 48 делим на 18. Получаем 2 целых раппорта и еще недостающие ряды. 2 на 18 это 36. 36. А у нас 48. 48 отнять 36 и 12 рядов. То есть 2 целых раппорта и еще 12 рядов получается по нашим расчетам. Мы вяжем ажур. Вот. Это до плеча. Но все эти тонкости я вам рассказала для примера. Конечно, у вас будут свои мерки. Имейте это в виду. Вырез горловины мы также формируем, не забываем об этом, на определенной высоте. Также высчитываете, значит, общую длину изделия, отнимаете планку, да. И здесь смотрите, обычно вот здесь у нас по спинке вырез горловины занимает 2 сантиметра в глубину. И по переду вот здесь у нас получилось 6 сантиметров в глубину. Вот. Это нормально, это приемлемо. Что касается рукавчика. По рукавчику у нас также идет здесь лицевая гладь после планки, связанной резинкой на 1. Затем смотрите, как я здесь решила сделать.
Мы здесь будем сейчас делать скос. После планки у нас прибавляются петли по скосу. Я предлагаю, для того, чтобы выйти на красивое расположение ажура, связать скос чуть раньше, то есть прибавить петли чуть раньше, закончить на высоту вот 6 сантиметров я решил до оката, да, и здесь уже начать вязать ажур. В сумме это получится 13,5 сантиметров, высота оката, плюс 6 сантиметров, когда мы уже ничего не прибавляем, а чисто ажурный узор вяжем. То есть 19,5 сантиметров у нас идет ажурный узор. Вот здесь, конечно, придется повозиться. При формировании оката и сочетании ажура необходимо будет, чтобы у вас петли, девочки, ну, тяжело это сделать, я сама по себе знаю, если нет опыта, то тяжело будет рассчитать вот эти вот, чтобы узор не сбился, да, то есть смотрите, чтобы у нас соответствие было, если мы делаем, допустим, 3 вместе, то надо, чтобы было 2 накида, да, если мы делаем 2 вместе лицевой, то нам нужно, чтобы обязательно присутствовал накид. Вот это вот соответствие должно постоянно контролироваться при формировании оката. И также при формировании выреза горловины, кстати, тоже. Вот в этом месте, где мы с вами будем убавлять петли, это надо обязательно учитывать и быть очень внимательными. В лицевой глади там все просто, а вот в узоре в ажурном здесь придется немножечко напрячься. Так, понятно. Я предлагаю 83 петли сделать. Это также будет расположение узоров 4 раппорта, 1 петля для симметрии и кромочные. То есть вот здесь вы видели, что у нас здесь более-менее широко должно быть, потому что здесь у нас присбаривается, да? Вы видели, небольшая такая идет сборочка. И я думаю, что это красиво. Если вы не хотите этой сборочки, то такую ширину вам делать не нужно вот в этой части. Здесь достаточно будет поменьше сделать, то есть 20 сантиметров. А у меня получилось 43,5. То есть вот на эту небольшую сборочку я прибавила 3,5 сантиметра. Наверное, это маловато, скорее всего. Но имейте в виду, что вот если вы захотите сделать такой небольшой фонарик у рукавчика, то вам надо вот эту часть расширить. Понимаете? Пошире сделать сантиметров на 5-6. Я вот сделала, ну вообще-то можно и 18 делать, здесь зауженный рукав. То есть у меня получилось, в принципе, 5 сантиметров. Здесь вот, знаете, мерка стояла, я ее стерла. 17 вообще было. То есть при ширине 20 сантиметров здесь стояло 17, да? А мы поставим 18, да, плюс получается, то есть 36, то есть из 43, 43,5 отнять 36, получится 7,5 я даже прибавила. Прикиньте, как я круто развернулась. Ну, в общем, имейте это в виду, что это вот так. Это вот так. Так, по низу 49 петель. Если тут у нас 26, то мы 26 умножаем на горизонтальную плотность 1,9 и получаем 49 петель. То есть после планки мы на этих же 49 петлях продолжаем вязать лицевую гладь. До тех пор, как я уже сказала, высота у меня, если общая высота рукава 60, минус 80, минус 8 сантиметров высота планки, да, минус 13,5 высота оката, минус 6 там, где мы уже не делаем скос, у меня осталось 32,5 сантиметра. Их я умножила на плотность по вертикали 2,7, у меня получилось 88 рядов. Это я вам сейчас рассказываю, как посчитать скос. Вот. И из 83 я отняла 49, у меня получилось 34 петли. У нас 2 скоса. На каждый скос приходится по 17 прибавок. То есть 17 петель надо прибавить. Как их сделать равномерно? Для этого надо 88 разделить на 17. Получим число 5. То есть прибавки у нас будут делаться в каждом 5-м ряду.
И вот на этой высоте 32,5 сантиметра от, ну то есть 88 рядов связали и лицевой глади, и у нас уже 83 петли должно быть, и мы переходим на ажурный узор вот в этой последовательности. Да? Через 6 сантиметров делаем окат. Как сформировать окат? Тоже сложно для новичков и легко для тех, кто уже профессионал. Да? Поэтому для профессионалов рассказывать не буду. У меня есть специальная статья, которая позволяет сделать расчет самостоятельно оката, но всегда советую новичкам сделать выкройку в натуральную величину, вот именно вот этой части этого оката. Когда вяжете, просто берете и прикладываете свое полотно, и будет понятно, сколько петель приблизительно надо закрыть. Вот эту крутизну оката очень так легко вязать. Вот я лично так училась. Это я для новичков делюсь своим опытом. Вот. А сейчас я уже и так понимаю, что там, где мне сколько, чего, чтобы такое округлое получить положение полотна. Я уже и так чисто знаю, сколько петелечек мы убавляем, в каком ряду. Так, с этим все понятно. Так, ну, наверное, все на этом, мои хорошие. Очень много я вам тут рассказывала. Старалась вам досконально все разжевать. Надеюсь, мой рассказ стал понятен для вас. Если что непонятно, пересмотрите еще раз. Я оставлю ссылочку под видео, как сделать самостоятельно расчет вязаного изделия. Вот, поэтому это вам тоже в помощь, видео мастер-класс мой. Ну а сейчас я с вами прощаюсь. До новых встреч. Желаю вам успехов.